Всем привет, дорогие друзья! Хек – это вкусная, нежная и доступная рыба, но часто при жарке он получается суховатым. В этом видео я покажу простой способ, как приготовить хек с сочной нежной мякотью и румяной корочкой. И, друзья, обязательно пишите в комментариях, любите ли вы хек. Мне, например, эта рыба очень нравится. Для рецепта мне понадобится. Итак, рыбу я предварительно помыла, хорошо почистила. Особенно важно убрать вот эту часть возле хребта и хорошо все вымыть. Как видите, хек я разрезаю просто вот на такие большие кусочки. Тогда рыба получается сочной. Теперь я ее солю. Конечно, соль добавляйте по вкусу. Добавляю еще перец. Я использую смесь перцев. И слегка поливаю растительным маслом. Хорошо перемешиваю и оставляю рыбу постоять хотя бы 15 минут. Разбиваю в миску яйца. Добавляю немного соли и разбалтываю вилкой. Кусочки рыбы я отправляю сначала в яйцо, а затем в муку. И хорошо обваливаю со всех сторон. Именно вот таким образом, делая кляр с яйцом, рыба получается очень сочная. Яйцо как бы ее запечатывает. Подготавливаю таким образом все кусочки рыбы. Я включила разогреваться сковороду. Наливаю растительное масло и отправляю обжариваться рыбу. Жарить рыбу я буду до полной готовности на сковороде. Если вы хотите, ее можно просто, если вот она, вот, допустим, вот такая толстая, как у меня, обжарить на сковороде, а затем отправить доготавливаться в духовку. Но я буду готовить все на сковороде. Сначала обжариваю на большом огне со всех сторон, чтобы образовалась румяная корочка, а затем немного его снижу и буду доводить рыбу до готовности. Появилась корочка, переворачиваю. Конечно, сколько готовить рыбу, определяйте сами. Во многом это зависит от того, какого она у вас размера. У меня рыба большая, поэтому я буду жарить ее примерно минут 15. Когда обжарили рыбу со всех сторон, огонь делаем тише и доводим рыбу до готовности. Сверху рыбу можно присыпать немного зеленью и, конечно, сразу горячую подаем к столу с любым гарниром. Эта рыба вкусная и с картофелем, и с гречкой, и с макаронами. И покажу вам, какая эта рыба получается внутри. Во-первых, она вот такая хрустящая сверху. И посмотрите, какая она сочная. Это просто что-то невероятное. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Всем пока!